Представьте себе поездку на автомобиле, ну, скажем, глубокой-глубокой ночью по совершенно неосвещенной такой извилистой трассе. Ага, когда вообще ничего не видно по сторонам. Да, именно. И вот фары выхватывают из плотной темноты лишь какую-то узкую полоску асфальта впереди, и все внимание водителя тотально приковано только к тому, что вот-вот появится из мрака. Ну да, кажется, что имеет значение только эта освещенная зона, куда падает свет. Точно, но при этом вот тут самое интересное, в багаже лежит тяжелый массивный антиквариат. Этот груз совершенно невидим, водитель о нем даже не думает в этот момент, но именно этот скрытый вес тайно диктует физику движения. 100%. Он же определяет сцепление с дорогой? Вот-вот, именно он определяет, как машина держит дорогу на крутых поворотах, сорвется ли она в занос или, благополучно доберется до цели. Слушай, это отличная метафора. И парадокс человеческого восприятия как раз заключается в том, что этот багажник, он практически всегда игнорируется. Ага. Человеку свойственно смотреть исключительно туда, куда падает свет его амбиций, его желаний, и он напрочь забывает о том, что именно невидимый груз прошлого дает ему вот это самое сцепление с реальностью. Абсолютно точная картина. И сегодня мы с головой погружаемся в детальное препарирование этой скрытой механики. В рамках нашего глубокого разбора мы будем исследовать, как именно формируются наши самые мощные устремления и самые такие глубинные страхи. Опираясь на знания тантра-джйотиш, верно? Да, опираясь исключительно на концептуальную базу школы Ведаврата и знания тантра-джйотиш. Наша цель сегодня — разобрать механику векторов Раху и Кету. И здесь сразу нужно установить жесткие рамки нашего исследования. Давай обозначим. Мы берем только те конфигурации, где сила Раху располагается в бхавах с 1 по 6, а сила Кету, соответственно, уходит в бхавы с 7 по 12. Понял. Но прежде чем мы начнем этот детальный разбор, есть одно принципиальное правило терминологии, которое задает школа Ведаврата. Я бы хотел сразу на этом акцентировать внимание. Да, конечно, это очень важно. Это не просто какая-то придирка к словам, понимаешь? Это ключ к пониманию вообще всей системы. По отношению к Раху и Кету категорически запрещено использовать геометрический термин, обозначающий прямую линию между двумя полюсами. Никаких осей, мы никогда не говорим это слово. Да, потому что ось — это что-то статичное, правда. Именно. Ось подразумевает статичное равновесие, такие балансирующие качели. Но Раху и Кету — это всегда вектор. Вектор обладает непрерывной динамикой, у него есть скорость, он агрессивно куда-то направлен и всегда создает колоссальное напряжение. То есть это не история про то, как найти идеальный баланс между карьерой и домом, сидя в позе лотоса. Вообще нет. Это история про постоянное натяжение тетивы. Класс. И чтобы разобраться в том, как эта тетива натягивается в разных сферах жизни, то есть в конкретных бхавах, давайте сначала разберем саму природу этих сил. Кто вообще в этой конструкции тянет вперед, а кто толкает в спину? Ну смотри, в архитектуре тантра-джйотиш кету всегда располагается позади субъекта. Эта сила буквально подталкивает в спину. Как тот самый груз в багажнике. Да-да, и если человек не обладает должным уровнем осознанности, то кету проявляется как глубинные, хтонические страхи, комплексы, парализующая неуверенность, в общем, все то, от чего хочется инстинктивно убежать. А в позитивном ключе? В позитивном — это колоссальный накопленный багаж. Это уроки прошлого, генетическая память, животные инстинкты, элементарная выживаемость рода. А Раху, получается, находится впереди. Именно. Раху тянет, завлекает, обещает какие-то грандиозные перспективы. Это та самая пресловутая морковка перед осликом. Которая ослепляет, да. Да, он ослепляет иллюзиями будущего, заставляя забыть о настоящем. Кету — это тяжелое фундаментальное прошлое. И обе эти силы имеют такую теневую природу. Они множественны, туманны и крайне противоречивы. Слушай, возвращаясь к нашей метафоре с дорогой, можно сказать, что Раху — это даже не фары автомобиля. Это скорее ослепляющий прожектор локомотива. О, да, мощно. Который на бешеной скорости несет состав в будущее. И он как бы требует подкидывать все больше угля в топку ради какой-то одной часто иллюзорной цели. Точно. А кету в таком случае это те самые тяжелые вагоны позади. Да.
Там вперемешку хранятся и бесценные артефакты династии, и давно забытые пугающие скелеты, которые гремят на каждом стыке рельсов. Но тут возникает вопрос. Какой? Если этот вектор всегда направлен вперед, поскольку в нашем сценарии Раху занимает Бхава с 1 по 6, означает ли это, что субъект обречен всю жизнь бежать за этими ослепительными иллюзиями будущего, полностью игнорируя фундамент отношений и внутренних трансформаций, где тихо сидит Кету? Я бы сказал, что это зависит исключительно от наличия знаний и понимания процессов. То есть выход есть? Конечно, если человек не осведомлен о том, как работает этот вектор, то бесконечный бег за миражами просто неизбежен. Локомотив будет мчаться, пока не сойдет с рельсов от истощения или какого-нибудь кризиса. А если механизм осознан? Картина радикально меняется. И чтобы понять это предметно, я предлагаю рассмотреть, как вектор ведет себя на конкретных уровнях человеческой жизни, начиная с самого начала координат. В тантра-джьотиш это уровень головы и лица, первая и вторая бхавы. Давай начнем с первой бхавы или лагны. Это же точка, которая символизирует саму суть личности, эго, физическое тело. Верно. И вот если Раху находится прямо здесь, в лагне, а Кету, соответственно, уходит в 7-ю бхаву партнерства, получается такая картина. Голова живет в далеком будущем, а отношения с другими людьми строятся на какой-то мистике из прошлого. Именно так. Понимаешь, когда Раху захватывает лагну, социальная экспансия человека мощнейшим образом направлена вперед. У него в буквальном смысле Раху в голове. Голова идет кругом от планов, да? Да, сознание переполнено грандиозными планами, амбициями, желанием максимально проявить себя, расширить свое влияние. Человек смотрит только вперед. А что в это время с 7-й бхавой? А вот 7-я бхава, сфера партнерства, брака, взаимодействия с внешним миром, она оказывается в слепой зоне. Там действует Кету. Свет туда вообще не падает. И как это проявляется на практике? Отношения формируются крайне мутно, часто интуитивно. Человек притягивает партнеров, опираясь на неосознанные инстинкты или глубокие, не всегда здоровые паттерны из прошлого опыта. То есть, грубо говоря, человек может с горящими глазами строить инновационную империю, быть абсолютно уверенным в своем завтрашнем дне. И при этом совершенно не понимать, почему он раз за разом выбирает партнеров, с которыми отыгрывает один и тот же болезненный сценарий. Да, он их просто не видит в свете своего прожектора. Совершенно верно. Раху создает иллюзию тотального контроля над своей личностью, но Кету из тени 7-й бхавы диктует сценарий взаимодействия. Удивительно. Хорошо, давай спустимся на один уровень ниже. Раху переходит во 2-ю бхаву, а Кету смещается в 8-ю. 2-я бхава у нас отвечает за лицо, рот, способность потреблять пищу, ресурсы, информацию, получать впечатления. И Раху здесь должен работать как гигантская воронка, я так понимаю. Точно. Он жадно впитывает все без разбора. Знания школы Видаврата описывают эту конфигурацию так: субъект напитывает собой все свое окружение, он щедр. Но эта щедрость сродни неразборчивой почве, которая просто поглощает любую воду. А Кету при этом проваливается в 8-ю бхаву. И вот Кету в 8-й бхаве — это одна из самых глубоких и сложных позиций вообще во всей архитектуре тантра-джьотиш. Почему? Что там такого страшного или сильного? 8-я бхава — это территория скрытых трансформаций, экстремальных кризисов, тайн, невидимых процессов жизнеобеспечения. Кету здесь берет на себя роль мистика, шамана, такого разведчика в тылу врага. Звучит завораживающе. Он находится глубоко в подземелье и обладает колоссальной чувствительностью к невидимым угрозам и скрытым энергиям. В материалах школы Видамрата есть блестящая метафора для этого положения. Она звучит так: сила хвоста находится в хвосте. Сила хвоста находится в хвосте. Слушай, а как именно работает эта сила хвоста? Звучит очень поэтично, но какова механика на деле? Вся реальная выживаемость и мощь субъекта зависит не от того, сколько ресурсов он способен потребить через свою пасть во 2-й бхаве, А от чего? от того, насколько он умеет опираться на невидимый шаманский опыт 8-й бхавы, на интуицию, на способность предвидеть кризисы. Но слушай, здесь же кроется какой-то чудовищный внутренний конфликт. Лицо социально гиперактивное, оно жаждет потреблять впечатления, говорить, блистать в обществе, а истинная глубинная природа требует сидеть в темноте подземелья, заниматься тайной алхимией.
Разве психика может выдержать такой шпагат между поверхностным потреблением и тягой к мрачным тайнам? Это действительно сложный шпагат. Этот конфликт часто приводит к тому, что человек пытается заглушить зов алхимика из подземелья вот этим бесконечным потреблением. Заедает стресс, грубо говоря. Да, он перекармливает своего раху во второй бхаве впечатлениями, деньгами, едой, но хвост под водой все равно требует движения. И что бывает, если его игнорировать? Если игнорировать кету в восьмой бхаве, он напомнит о себе через внезапные кризисы, через разрушение привычной стабильности. И цель этого разрушения — заставить человека перестать смотреть только на внешние ресурсы и, наконец-то, обратиться к внутренним трансформациям. Жестко, но справедливо. Двигаемся по структуре дальше. Если на уровне лица ресурсы были поглощены, они должны найти какой-то выход. Вектор спускается на уровень шеи, горла и рук. Это третья бхава. Опорой же служат бедра, девятая бхава. Получается, раху оказывается в третьей, а кету в девятой. Совершенно верно. Третья бхава отвечает за коммуникацию, формулирование смыслов, способность влиять на окружение через волю и интеллект. Это руки, которые активно действуют, и горло, которое озвучивает решение, так? Да. И когда сюда попадает раху, будущее начинает требовать немедленного выражения. Оно становится не просто громким, оно становится оглушительным. Человек начинает много говорить. Не просто говорить. Человек испытывает маниакальную потребность влиять на умы, убеждать, спорить, генерировать идеи. Раху требует от него безостановочной интеллектуальной и коммуникативной активности прямо здесь и сейчас. И пока горло надрывается, доказывая свою правоту, кету находится в девятой бхаве на уровне бедер. А ведь бедра — это самая массивная часть нашего скелета. Это то, что несет на себе весь вес тела и определяет стабильность нашего шага. Да, физиологически без мощных бедер невозможен сильный удар или даже уверенное движение. И в контексте тантра-джьотиш девятая бхава — это носитель высших ценностей, традиций, философии. Верно подмечено. И кету в девятой бхаве дает субъекту возможность опереться на этот фундаментальный, выверенный тысячелетиями опыт. Человек чувствует интуитивную связь с предками, с глобальными философскими концепциями. Ему очень комфортно стоять на этой прочной земле. У меня вырисовывается очень такой кинематографичный образ. Какой же? Человек стоит на трибуне, размахивает руками, громко заявляет о своих прорывных инновационных планах, бросает вызов обществу. Это чистая энергия раху в третьей бхаве. Да, классика. Но публика ему верит, и его самому не сносит ветром перемен только потому, что его ноги намертво вросли в бетон древних традиций и непоколебимых принципов, обеспеченных кету в девятой бхаве. Очень точно. Слушай, а что происходит, если человек решает, что он слишком современен для этого устаревшего бетона? Если он отсекает знания предков, отключает свой кету в девятой бхаве? Тогда конструкция немедленно рушится. В парадигме школы Ведаврата есть такая основополагающая мысль. У тех, кто знает свое прошлое, есть будущее. Очень глубоко. Без глубокой смысловой и ценностной опоры девятой бхавы вся громогласная активность третьей бхавы превращается просто в информационный мусор. То есть слова становятся пустыми? Да, человек продолжает кричать, суетиться, писать там какие-то манифесты, но его слова теряют вес. Окружающие перестают чувствовать за этими словами реальную силу, потому что за ними больше не стоит монолит прожитого опыта. Без бедра невозможно нанести акцентированный удар. Это будет просто взмах в пустоту. Логично. Предлагаю перейти в нижнюю, самую скрытую от чужих глаз часть карты. Вектор затрагивает наши сокровенные эмоции, четвертую бхаву, и отражается на социальном статусе в десятой. Раху приходит в четвертую бхаву. Это ведь зона груди, сердца, нашего ощущения внутреннего покоя, дома, родины. И присутствие раху в четвертой бхаве — это серьезнейшее испытание для психики. Это место, где человек должен отдыхать, чувствовать абсолютную безопасность. Но раху врывается туда со своими иллюзиями и амбициями. И что там начинается? В груди начинается перманентный шторм.
Субъекту кажется, что его тревоги, его эмоциональные всплески — это и есть его истинная природа. Возникает болезненная привязанность к недвижимости, например. Одержимость созданием идеального дома. Да, идеального безопасного дома. Или наоборот, постоянные конфликты с близкими из-за надуманных угроз. Эмоции гипертрофированы, и они, по сути, иллюзорны. То есть Раху в 4-й Бхаве — это как портативный ядерный реактор, который кто-то догадался установить прямо посреди вашей уютной гостиной. Прекрасная метафора. Реальное количество, но она же разрушительна по своей природе. И если этот реактор предоставлен сам себе, если нет системы охлаждения, он просто выжжет радиацией все близкие отношения. Человек просто изведет себя и родных беспочвенными страхами за будущее. Именно так. А статус, карьера, 10-я Бхава, там тихо сидит Кету. Там тихо сидит Кету, и он действует максимально невидимо. Социальная реализация, карьера, репутация — все это выстраивается словно само собой, как бы по инерции. Без надрыва. Да, человек может опираться на какие-то врожденные таланты, или карьера вообще воспринимается им не как поле для личных амбиций, а как некий кармический долг, повинность. Личного эго, стремящегося растолкать всех локтями на пути к креслу начальника, там просто нет. Себе вектор Раху-Кету здесь порождает хаос. Эмоции кипят, карьера идет фоном, требуется включение других сил для стабилизации. Что может выступить в роли контрольных стержней для этого реактора? Знания Тантра-Джьотиш предполагают вмешательство третьей силы. Безусловно. Например, того, что называют сурья — ясная осознанность, или гуру — фундаментальная мудрость. Это критически важное условие. Справиться с хаотичной, ослепляющей энергией Раху в сфере эмоций могут только фундаментальные знания, то есть сила гуру. Без истинных знаний и принципов человек будет искренне верить в свои иллюзорные страхи. А знания дают дистанцию. Именно. Человек начинает понимать, эта буря в моей груди сейчас — это нереальная угроза. Это спецэффекты Раху. Мне не нужно разрушать семью или скупать 5-ю квартиру ради мнимой безопасности. А что нужно делать? Мне нужно опереться на свой социальный долг в 10-й Бхаве, пойти и сделать свою работу, опираясь на опыт Кету. Знания охлаждают этот реактор и пускают его энергию в полезное русло. Потрясающая механика. Детально исследовать Раху в 5-й и Кету в 11-й. Давайте это разберем, потому что для тех, кто понимает специфику этих сил, это просто настоящий вызов. Механика этого вектора действительно весьма специфичная. Мы ведь не просто переходим от прошлого к будущему, мы движемся от коллективного к, сугубо индивидуальному. Способность легко принимать благо и понимать общественные структуры — это база данного вектора. Но это лишь точка опоры. Ведь сам вектор направлен куда? В 5-ю Бхаву, где находится Раху. И тут природа и энергия радикально меняется. Угу. Если 11-я Бхава — это такой легкий социальный обмен, то 5-й — это же уровень солнечного сплетения, верно? Да, именно так. И солнечное сплетение работает совершенно иначе. И это котел, реактор, в котором, любая пища, физическая или энергетическая, она переплавляется в личную силу. Место Творца? Да. Это центр воли, созидания, где дух буквально входит в материю. Раху здесь дает какую-то колоссальную, просто захватывающую жажду стать творцом. Если 11-я Бхава говорила «мы договорились», то 5-я громко заявляет «это создал я». Возникает острая потребность одухотворять пространство, быть центром и вести за собой людей. Но здесь начинается самое интересное. Угу. Так в чем же? Ведь Раху славится своей ненасытностью, способностью генерировать иллюзии. Если человек забирает энергию из пространства вот этого общего обмена и направляет всю ее, он ведь рискует стать просто тираном. О, это великолепное наблюдение, вы абсолютно правы. Просто ослепленным собственным авторитетом, забыв, откуда вообще взялось топливо. Это и есть главная ловушка, главная опасность Раху здесь. Захваченность иллюзией абсолютной власти. Увлекаясь этим магнетизмом власти в 5-й Бхаве, человек часто напрочь отсекает свою базу Кету. Творец начинает верить, что его шедевры или его лидерский статус — это исключительно его собственная заслуга. Но механизм-то так не работает. Вообще не работает.
Чтобы огонь в солнечном сплетении не превратился, в пожар, который выжигает все вокруг, необходимо постоянно возвращаться к 11-й Бхаве, помнить о взаимовыгоде и о том, что любой творец опирается на коллективный поток. То есть условный основатель стартапа может создать гениальный продукт, но моментально потеряет все, если забудет, что базовый код родился в коллективной среде, где важна именно взаимная выгода. Именно. Как эти две силы работают в едином механизме. Это всегда путь от безличностного получения к яркому индивидуальному созиданию. Энергия берется из пространства взаимного обмена 11-й Бхавы и кристаллизуется в личное авторство в 5-й. Что же все это значит в сухом остатке? Это означает мощную трансформацию пассивного умения получать плоды в активное вдохновляющее лидерство. Абсолютно. Коллективный ресурс переплавляется в индивидуальный шедевр. Безличностное благо получает форму, лицо и конкретного автора. Прошлый опыт договоренностей питает огонь будущего созидания. И, наконец, мы подходим к финальному аккорду нашей структуры. Вектор завершает свой путь по передней полусфере в 6-й Бхаве, оставляя Кету в 12-й. Да, это очень интересный переход. Если во 2-й Бхаве Раху впитывал в себя все без разбору, как губка, то 6-я Бхава — это зона рутинных обязанностей, препятствий, болезней и строгого распределения ресурсов. И здесь, насколько я поняла, поведение Раху меняется кардинально. Абсолютно. 6-я Бхава не терпит хаоса. Она требует системы, и Раху здесь адаптируется, превращаясь в жесткого, порой просто безжалостного прагматика. В чем это выражается? Ему нужно победить, преодолеть препятствия. В логике тантра-джотиш такой Раху мыслит категориями сугубой эффективности. Только цифры и польза. Да, он смотрит на ресурсы, на людей и говорит: «Ты можешь быть полезен для достижения моих будущих целей, значит, я дам тебе ресурс. А твой потенциал исчерпан, практической пользы от тебя больше нет. Все, ты отправляешься в резерв, финансирование прекращается». Это холодный расчет ради грядущих побед. Очень сухой такой, материалистичный подход получается. Но ведь на другом конце вектора, в 12-й, находится Кету, а 12-я даже полная противоположность 6-й. Это сфера изоляции, иных реальностей, дальних земель и, самое главное, процессов отпускания и потери всего материального. И как эти две крайности уживаются в одном человеке? Жесткий менеджер и отрешенный отшельник. В этом и заключается гениальность данной конфигурации. Кету в 12-й Бхаве дает субъекту глубочайшее, почти мистическое понимание конечности всего сущего. На глубинном таком клеточном уровне этот человек знает, что любые материальные ресурсы, любые статусы и победы, они приходящие. Он умеет отпускать. Да. И парадокс в том, что именно это тайное знание об иллюзорности материи позволяет Раху в 6-й Бхаве быть настолько эффективным и жестким менеджером. Субъект легко, как шахматными фигурами, оперирует ресурсами и людьми в материальном мире, потому что внутренне, через Кету, он к ним совершенно не привязан. Он не боится их потерять. Он не боится их потерять, потому что его хвост находится в пространстве, где потерь просто не существует. Ничего себе! Это переворачивает привычное восприятие. Получается, духовная отрешенность становится топливом для материальной эффективности. Если собрать воедино всю картину, которую мы сегодня исследовали в рамках нашего разбора от слепых амбиций в Лагне и шаманства в 8-й Бхаве до ядерных реакторов в сердце и холодного расчета в 6-й Бхаве, какой генеральный вывод мы можем сделать, опираясь на парадигму тантра-джотиш? Фундаментальный вывод в том, что вектор Раху-Кету — это не фатальный диагноз и не какое-то кармическое проклятие. Это самый мощный из доступных человеку инструментов эволюции. Раху генерирует колоссальный объем энергии, дерзости и того самого куража, который необходим для того, чтобы пробивать стены в видимых сферах жизни, с 1-й по 6-ю Бхаву. Без Раху не было бы прогресса? Без Раху не было бы вообще никакого движения вперед, но эта пробивная энергия обретает смысл и не приводит к саморазрушению только тогда, когда она намертво вшита в мистический, глубинный фундамент опыта Кету. Без скрытой опоры на Бхавы с 7 по 12 любая экспансия Раху — это просто мыльный пузырь, который лопнет при первом же серьезном столкновении с реальностью.
И здесь возникает мысль, над которой, мне кажется, стоит очень серьезно поразмыслить каждому из нас. Вся наша современная культура построена на том, что мы должны во что бы то ни стало схватить ту самую морковку, которую рисует нам Раху. Да, культ успеха. Достичь будущего, заработать статус, выстроить идеальный дом, доказать свою правоту, мы воспринимаем иллюзии Раху как конечную цель. Но что, если истинная цель существования этого вектора вообще не в том, чтобы достичь миража впереди? А в чем тогда? Что, если весь смысл заключается в том, каким именно человеком вы становитесь в процессе? Ведь для того, чтобы двигаться за ослепительным светом Раху, вам приходится шаг за шагом преодолевать гравитацию Кету. Это очень мощная мысль. Приходится спускаться в свое подземелье, сталкиваться с хтоническими страхами прошлого, доставать оттуда силу алхимика, учиться отпускать привязанности и опираться на древние ценности. И, возможно, Раху специально рисует перед нами эти абсолютно недостижимые, гипертрофированные миражи будущего исключительно ради одной цели, чтобы заставить нас вытащить наружу истинную мощь, скрытую в нашем прошлом. И вопрос остается открытым, кто на самом деле прокладывает курс вашей жизни. Вы сами, используя знания как навигатор, или тени чужих желаний, играющие на стенах вашей психики? Слушай, это именно та глубина, на которой сухие концепции превращаются в живую мудрость. Любая система знаний оживает только тогда, когда субъект решается честно примерить ее на собственные страхи и амбиции. На этой ноте наше исследование подходит к финалу. Изучайте свои скрытые механизмы, не бойтесь спускаться в подземелье собственного опыта и следите за тем, чтобы свет, за которым вы идете, был не светом встречного поезда, а ясным ориентиром вашего собственного пути. Спасибо за то, что были с нами в этом разборе. До новых встреч!